Это государство-остров находится в Южно-Китайском море, и его площадь всего 710 квадратных километров, что примерно как Астана. Но при этом экономика этой страны – это одна из самых развитых экономик в мире, и она занимает третье место в списке самых богатых стран. На сегодня этот остров – мировой лидер в таких отраслях, как электроника и фармацевтика, крупнейший финансовый и нефтеперерабатывающий центр. После окончания Второй мировой войны Сингапур был бедной страной, без каких-либо экономических преимуществ или природных ресурсов. Даже пресную воду в стране приходилось импортировать из Малайзии. Население жило в трущобах, в стране процветали коррупция, торговля наркотиками и морское пиратство. Все изменилось, когда к власти пришел амбициозный молодой политик Ли Куан Ю. Но давайте обо всем по порядку. Сначала немного истории. Более 100 лет территория Сингапура была британской колонией. Основными занятиями местного населения долгое время были рыбная ловля и производство натурального каучука. В 1951 году Сингапур обрел статус самоуправляемого государства в составе Британской империи, а в 1963 вошел в состав Малайзии. 21 июля 1964 в Сингапуре произошли столкновения между китайцами и малайцами. Межэтнические, религиозные и социальные проблемы копились, и никто из сторон не мог предложить выход. Тогда, в 1965 году, было принято радикальное решение. Парламент Малайзии проголосовал за исключение Сингапура из состава федеративного государства. Так остров обрел полную независимость. Но это не радовало народ, ведь остров был сильно зависим от большой земли. Первый премьер страны, Ли Куан Ю, плакал в прямом эфире местного телевидения. Тогда всем было очевидно, что шансов на выживание немного. Как развиваться дальше и как вывести страну из упадка? Это была сложная задача, и было решено сконцентрироваться на нескольких важных пунктах. Экономические реформы, социальная модернизация, эффективная борьба с коррупцией и политическая стабильность. Удивительной особенностью экономического чуда Сингапура является стремительное развитие, несмотря на авторитарный режим. Премьер-министр обладал практически неограниченными полномочиями в принятии решений. 7 раз подряд Ли Куан Ю и его партия одерживали победу на выборах в Сингапуре. При этом успех во многом был бы невозможен без самого Ли Куан Ю. Несмотря на ограничения ряда свобод, таких как свобода слова и СМИ, главной целью его реформ всегда оставалось благополучие граждан. Кем же он был? Ли Куан Ю родился в Сингапуре 16 сентября 1923 года в семье этнических китайцев из среднего класса. В те годы страна была колонией Великобритании, и родители будущего премьера назвали своего сына на британский манер – Гарри Ли. За высшим образованием он отправился в Лондон. Будущий политик был блестящим студентом и окончил Кембридж с 2 красными дипломами в области экономики и права. Интересно, что первым фактически родным языком Гарри был английский. Китайский он окончательно усвоил только после возвращения из Великобритании, чтобы иметь возможность говорить с избирателями, когда решил заняться политикой. Тогда же он взял себе китайское имя Куан Ю. Проработав много лет в адвокатской конторе, он много раз защищал интересы профсоюзов и получил огромный опыт. После этого он решил уйти в политику. Позже он основал социал-демократическую партию народного действия и в возрасте 36 лет в 1959 году пришел к власти. Именно его реформы позволили стране совершить экономический рывок. Следующим шагом была борьба с коррупцией. В 50-е годы взятки на всех уровнях были обычным делом. Для того, чтобы искоренить взяточничество, в стране было создано специальное бюро по борьбе с коррупцией, подчинявшееся лично премьер-министру. Сотрудники были наделены широкими полномочиями. В результате ряд высших чиновников оказались в тюрьме. Многие бежали из страны. В процессе искоренения коррупции в Сингапуре Ли Куан Ю отправил в тюрьму несколько министров, включая своих старых соратников. Таким образом, он показал, что перед законом действительно все равны. Другим направлением борьбы с коррупцией стало повышение престижа госслужбы. Зарплаты судей и госслужащих, занимающих ответственные посты, были подняты до уровня, сравнимыми с доходами топ-менеджеров частных компаний. Ли Куан Ю утверждал, что людям на политических постах стоит платить большие зарплаты. Если им не доплачивать, им будет проще поддаться соблазну, считал премьер-министр. При этом в кадровой политике премьер руководствовался принципом меритократии, назначая на высокие посты наиболее способных и талантливых людей, вне зависимости от их социального статуса и этнической принадлежности. Экономическая часть реформ заключалась в поддержке промышленности и привлечении в страну иностранных инвестиций. Для этого создавались привлекательные для бизнеса условия. Власти ликвидировали барьеры. Открыть бизнес в Сингапуре стало очень легко.
Без долгой бюрократической волокиты, а надзор за бизнесом и вмешательство государства в коммерческую деятельность были сильно ограничены. Предпринимателей, открывших бизнес в Сингапуре, освободили от налогов на 5, а потом и на 10 лет. Государство поддерживало различные сектора промышленности, в зависимости от того, что диктовало время. Кроме того, Ли Куан Ю демонстрировал потрясающее экономическое чутье, развивая именно те сферы, в которых возможен технологический прорыв. В 1960-е годы ставка была сделана на переработку нефти, которую доставляли из Индонезии, и создание современного морского порта. Эти два направления позволили превратить страну в крупный центр мировой торговли и обеспечить население работой. В 70-е годы приоритетным направлением стала электронная промышленность, в 80-е фокус на компьютеризации. В конце 20 века правительство нашло новый приоритет – развитие фармацевтики и биотехнологий. Такие фармакомпании, как GlaxoSmithKline, Pfizer и Merck & Co. открыли заводы в Сингапуре. Ли Куан Ю по полной использовал выгодное географическое положение острова. Стране удалось стать одним из мировых финансовых центров благодаря тому, что он находится в удобном часовом поясе между США и Европой. Сингапур является четвертым ведущим финансовым центром мира после Лондона, Нью-Йорка и Гонконга. Здесь сосредоточено более 130 мировых банков. Сложно сказать, что привлекало зарубежный бизнес. Сингапурские законы, географическое положение острова или его городская среда, но стратегия Ли Куан Ю сработала. ВВП страны, начиная с 70-х годов, рост ежегодно в среднем на 10%. Что же касается иностранных инвестиций, на 2020 год их объем составлял около 1,7 триллиона долларов США. Четвертым важным фактором стала модернизация социальной сферы. Еще на заре своей политической карьеры Ли Куан Ю понимал, что природных ресурсов у Сингапура нет, и его главная ценность – это люди. Только вот проблема в этническом и религиозном разнообразии делала сингапурцев разрозненными. Ли Куан Ю удалось убедить общество в необходимости единства и развития. Премьер-министру предстояло полностью перестроить его, и в качестве объединяющего элемента он выбрал систему образования. В начале 60-х у большинства сингапурцев было не более 3 классов образования. В школах не было единой учебной программы, а преподавание велось на разных языках. 17% населения и вовсе были неграмотными. Выпускник Кембриджа прекрасно понимал, насколько важны знания для успешного развития страны, и в числе первых провел образовательную реформу. В стране появилась единая система обучения на английском языке. Это позволяло сингапурцам продолжить образование за рубежом и работать с иностранными бизнесменами, которых в стране становилось все больше. Для реализации своей реформы премьер в 46 раз увеличил финансирование сферы образования. Власти существенно повысили зарплату учителям и ввели в школах и университетах серьезный отбор на преподавательские должности. Профессия учителя стала престижной. Конкурс на должность учителя достигал 10 человек на место. Сегодня преподаватели считаются в стране привилегированным классом, а образовательную систему Сингапура называют одной из самых успешных в мире. Кроме того, Ли поощрял выкуп семьями жилья и ликвидацию трущоб. По мнению премьер-министра, собственники будут больше привязаны к собственному дому. Кроме того, будут куда придирчивее относиться к выбору политиков, что должно было обеспечить в стране еще большую стабильность. В своих поздних интервью Ли всегда заявлял, что его стране не было смысла быть такой же, как и соседи. Нужно было стать лучше. Поэтому они предлагали иностранным инвесторам то, что не мог предложить никто другой. Устойчивую политическую систему, верховенство права и почти полное отсутствие коррупции. За быстрый скачок экономики до уровня развитых стран Сингапур причисляют к восточноазиатским тиграм. Для западных журналистов Сингапур превратился в непонятный феномен успешного государства с авторитарной формой правления. У страны не было явных преимуществ, а успех стал результатом грамотной государственной политики. Ничего нового, по сути, Сингапур не изобрел. Улучшались условия для бизнеса, шла борьба с коррупцией, поддерживалась промышленность и социальная структура. Однако, даже зная эти составляющие, повторить успеха Сингапура пока никому не удалось. Спасибо за то, что досмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, скидывайте это видео друзьям. Пока!